Он самопровозглашенный бог доставки, который может похвастаться быстрым, доступным и надежным обслуживанием в любой сфере жизни. От чистки родинки на кафеле в ванной до поиска потерявшихся кошек. Однако это всего лишь одна часть его жизни, а другая связана с охотой на призраков, которые создаются из воздуха. Негативные эмоции людей. На самом деле это второстепенный бог без святилища, который мечтает стать величайшим из всех богов в Японии, но его путь нелегок. Однажды Эдо пришел в школу, где негативные эмоции из-за экзаменов превратились в гигантского призрака в форме змеи. Он приказал слуге, стоявшему рядом с ним, превратиться в его божественное оружие, чтобы он мог уничтожить призрака. Эдо прыгает к призраку, а женщина превращается в кинжал и протягивает к нему руку. Он сжимает кинжал пальцами, я имею в виду зачаровывает его своей божественной силой, а затем наносит им удар призраку, очищая его всего одним ударом. Он принимает крутую позу после того, как призрак уничтожен, но женщина напоминает ему, что нужно вернуть ее в нормальное состояние. Она нюхает себя, жалуется, что от нее разит потными ладонями Йета, и его самооценка быстро падает до нуля. Затем она обрушивает на него еще одну сенсацию, объявляя о своем намерении прекратить с ним работать. Эдо пытается убедить ее остаться, но она кричит, что не может оставаться с бедным второстепенным богом, у которого нет святилища. Она прибегает к самому старому женскому трюку и громко плачет, и Эдо решает исполнить ее желание, прежде чем его обвинят в растлении. Женщина убегает, дразня Яда, и он кричит ей, чтобы она не возвращалась к нему, когда он делает ее приманкой и становится богом среди богов. Позже он оставляет свои контактные данные в общественном месте, чтобы люди могли связаться с ним по поводу работы. Внезапно ему звонят о пропаже кошки, и он берется за работу, чтобы найти ее. Он ищет кошку на рынке, не подозревая, что его судьба вот-вот переплетется с судьбой девушки, которая смотрит на плакат с изображением той же пропавшей кошки. Ученица средней школы по имени Хиёри Ики, фанатка боевых искусств, которая становится мокрой, когда видит Баки. Она продолжает болтать со своими друзьями, когда они возвращаются домой из школы, и когда Еда проходит мимо нее, она, кажется, замечает в нем что-то особенное. Она не может отвести от него глаз, а когда Эдо замечает пропавшего кота и бежит за ним, она отталкивает его, чтобы спасти его от двоюродного брата Трака Куна Ускуна. Автобус не сбил Ено, и хотя Хиёри получила удар, она не Ишикаде. Когда все собрались вокруг автобуса, Хайгаре читал Эдо, сказав, что он мог погибнуть из-за своего безрассудства. Однако он указал ей на автобус, и она была поражена, увидев свое тело, лежащее перед ним. Вскоре Химиори очнулась в своем теле, а ее друзья и родители были рядом с ней в больнице. Ее отец пришел к выводу, что ей повезло, что Трак-хан не был на дежурстве, и она получила всего несколько царапин в результате аварии. А Юри больше беспокоится о мальчике, которого она спасла из автобуса, и ее отец выписывает ей тест на шизофрению. Ее друзья тоже не помнят, что видели кого-то, и Айори засыпает, пытаясь убедить их, что она спасла чью-то жизнь. Ночью она просыпается, слышит крики всех людей в больнице и чувствует, как их негативные эмоции переполняют ее. Она слишком растеряна из-за этого, когда часы бьют 12, и Эдо вылезает из-под ее одеяла и спрашивает ее, слышит ли она голоса из соседней комнаты. Загробная жизнь. Хайори, испуганная, превращается в дикую кошку, но потом она узнает Эдо, с которым произошел несчастный случай. Он благодарит ее за то, что она спасла его, заявив, что она была первым человеком, который пытался спасти такого бога, как он. Хайори немедленно звонит в 911, чтобы сообщить, что кто-то сбежал из приюта во Флориде, но Эдо уверяет ее, что он настоящий бог. И называет ей его имя, которое у нее есть. Никогда раньше не слышал. Эдо обижен, но он рассказывает девочке о своей мечте стать мегазвездой с миллионами подписчиков. Затем он спрашивает, как ее зовут, и говорит, что теперь они квиты, так как он убедился, что с ней все в порядке. Он выпрыгивает из окна, и Хайори пытается его остановить, но она засыпает, выкрикивая его имя. Вскоре она возвращается к своей обычной жизни, но засыпает, где попала без предупреждения. Воспоминания о встрече с Эдо становятся очень слабыми, и она пытается собрать воедино намеки, чтобы вспомнить его. По дороге домой она замечает плакат с пропавшим котом и вспоминает, что за ним гнался Еда, поэтому она решает поискать кота, чтобы найти его. Во время погони за котом у нее кружится голова, и она сама почти становится женщиной-кошкой, но потом она чувствует приятный запах. Это Еда держит кота в руках. Кошачья мята, чтобы найти пропавшую кошку. Он находит кошку, которая чего-то боится, и сразу же бежит к нему. Когда Эдо утешает кошку, он слышит голоса призраков, и вокруг него появляются призраки с глазными яблоками, которые говорят, что от него приятно пахнет. Они окружают его со всех сторон и нападают на него, и хотя они всего лишь пушечное мясо, Эдо не может сражаться с ними без своего божественного оружия. Поэтому он убегает с котом. Он отправляется на поле, где ему противостоит призрак гигантской жабы. Эдо отталкивает его ногой, а затем бежит к нему, призывая свое божественное оружие, потому что он забыл, что она ушла с работы. Он понимает это слишком поздно и уже готов получить сильную порку от жабы, как вдруг появляется Хиёри и забирает его. Едом замечает ее кошачий хвост и задается вопросом, что происходит, но на это нет времени, так как жаба появляется перед ними и атакует их своим языком. После того, как Хиёри некоторое время уклонялась от ее атаки, она набирается смелости и бросается к ней, но жаба хватает ее за ногу. Однако она вспоминает свой любимый прием в боевых искусствах, который следует использовать в данном случае, и пинает жабу, которая отлетает в сторону.
сторону. Эдо в шоке, а Хайори вне себя от радости, давая жабе время прийти в себя и атаковать. Эдо спасает Хиори и подбирает ее, убегая от призрака. Как только они оказываются в безопасной зоне, он задается вопросом, как одна и та же девушка могла быть похищена дважды. В то время как Хиори хочет получить ответы об их предыдущей встрече. Именно в этот момент она замечает свой хвост, и Эдо говорит ей, что ее душа выскользнула из тела, которое лежит без сознания за забором. Девочка впадает в панику и спрашивает его, умерла ли она, но он говорит ей, что с ней все еще в порядке. Именно в этот момент душа Хайори возвращается в ее тело, снова сливаясь с ним. Затем Эдо доставляет кошку домой, а затем забирает Хайори обратно к ней. Вскоре она просыпается и понимает, что чем-то приятно пахнет, но когда она понимает, что Эдо несет ее на руках, она бьет его и называет извращенцем. Она слезает с его спины, а затем начинает паниковать из-за того, что находится вдали от своего тела. Ята говорит ей, что из-за аварии с автобусом ее душа, похоже, переместилась, и теперь она застряла между миром живых и загробной жизнью. Он объясняет, что прямо сейчас Хайори похожа на кошку Скродингера, которая одновременно является и человеком, и призраком. Хибери впадает в панику и спрашивает Ята, останется ли она такой навсегда, и он просит ее принять это как свою новую реальность. Она не может смириться с этим и умоляет его что-нибудь с этим сделать, так как он бог. Ята говорит ей, что она должна заплатить ему за это, и поднимает руку. Хиори напугана, она думает, что он хочет 5 милли, но все, что ему нужно, это 5 центов. Хиори потрясена, узнав, что его расценки такие низкие, но она все равно дает ему 5 центов, и он принимает ее деньги и ее просьбы, говоря, что теперь их судьбы связаны. Вскоре после этого Хиори начала падать куда попало, и теперь она также может видеть призраков, начиная от крошечных безобидных существ и заканчивая гигантскими машинами для убийства. Однажды, когда она заснула, переодеваясь на урок физкультуры, она решила исследовать город своим духовным телом. Ей доставляет удовольствие осматривать территорию голубей, когда она видит группу гигантских змеиных призраков. Призраки пугают ее, и она вспоминает, что я-то рассказывал ей о них. Все они были обитателями загробного мира, созданными из негативных эмоций людей, и были самых разных видов и размеров. Только младенцы, животные и те, кто живет между миром смертных и загробной жизнью, как она и боги, могут их видеть. Говоря о Ята, она вспоминает, что он не связывался с ней с тех пор, как взял у нее деньги, и звонит ему, пока он занят тем, что оставляет свои контактные данные в движущемся поезде. Однако по ее зову он телепортируется прямо к ней и заверяет, что сделает за нее свою работу. Так как несколько прохожих думают, что Хиори разговаривает сама с собой, она спрашивает Сиэтла, чем он отличается от призраков. Он утверждает, что является обитателем загробного мира, богом войны, рожденным по молитве. Хайори не так впечатлена его высокопарными речами, и он указывает на то, что она снова покинула свое тело. Когда она впадает в панику, Сигеда говорит ей остерегаться злых духов, которые попытаются развратить ее и заставить переступить границы дозволенного, чтобы стать полностью похожей на них. Хейнери немного напрягается, услышав это, и просит Эдо немедленно вылечить ее или вернуть деньги. Она называет его бесполезным, раня его чувства снежинки, но он признает, что сейчас он действительно бесполезен, потому что у него нет божественного оружия, человеческого духа, который становится оружием в руках бога. Хангари был шокирован, узнав об этом, но потом Эдо позвонил и ушел на работу, оставив девочку одну. Она задается вопросом, как ей заставить бесполезного бога работать быстрее, когда она черпает вдохновение у своих любимых мастеров боевых искусств и решает взять свою судьбу в свои руки. Она начинает искать божественное оружие для Йейта, но все призраки, с которыми она сталкивается, убегают от нее. Внезапно она видит бурю негативных эмоций в другом месте и устремляется туда, надеясь найти кого-то, кто захочет работать с ней. Тем временем тот, ради кого она так усердно трудится, чистит формы и чинит протекающие краны за 5 центов. Пока он пьет пиво, которое дал ему клиент в качестве чаевых, Еда задается вопросом, что ему делать с ним или со своей просьбой. Когда она звонит ему и говорит, что нашла божественное оружие для него, Еда телепортируется к ней и обнаруживает, что она нашла гигантского демона-паука в качестве кандидата на божественное оружие. Он мочится в штаны и убегает с Хиори, спрашивая ее, неужели она настолько глупа, что не может отличить обычных духов от орлиных берегов. Паук преследует их, и в середине бега Хиори выскальзывает из своего тела. Оказывается, это хорошо, потому что в своей духовной форме она может с легкостью совершать подвиги на уровне Человека-паука. Она уклоняется от атаки паука и готовится ударить его по лицу, когда Эдо дергает ее за хвост, и она чувствует, что все ее нервы на пределе. Смоделировано сразу же. Он спасает ее от того, чтобы ее съел призрачный паук, но вместо этого получает укус в руку. Ему удается сломать один из его зубов, а затем он уносит ошеломленную Хиори в безопасное место. Когда они делают передышку, Хиори замечает, что на руке Эдо появилось странное изменение цвета. Он называет это порчей, которая случается, когда бог вступает в контакт с нечистым духом и говорит Хиори не прикасаться к нему, иначе это распространится. После этого он говорит ей, что ее хвост – это спасательный круг, который соединяет ее духовную форму с телом. И если его перерезать, она никогда больше не сможет вернуться к человеческому облику. Как раз в этот момент на них нападает призрак-паук, и пока они убегают, Хайора жалуется, что хочет стать беспроводным призраком. Он говорит ей заткнуться и не пытаться сражаться с призраками, потому что она не создана для этого. Он говорит ей, что сам найдет божественное оружие, когда заметит потенциального кандидата издалека. С потрясающей
потрясающей функцией увеличения Samsung Galaxy в глазах Янду видит чистый человеческий дух, принадлежащий мальчику-подростку, и думает, что он сделает это. Он бежит к потерянному духу и использует свою божественную силу, чтобы заключить с ним контракт, дав ему имя и место, к которому он должен принадлежать на его стороне. Он называет его Юки, и на этом контракт заканчивается. Йида призывает духа помочь ему, и меч превращается в меч без рукояти, и Йида видит всю историю жизни мальчика, который стал его божественным оружием. У него закружилась голова, когда он увидел это, и, воспользовавшись случаем, призрак-паук проглотил его. Но это было большой ошибкой, так как Йида пробуждает свои силы в его чреве и уничтожает их изнутри. После того, как он закончил очищать призрака, он падает на землю и начинает плакать о мучительной жизни своего нового партнера. Позже он отправляется в храм другого бога и использует там святую воду, чтобы вылечить свое разложение, когда Хиёри прибег к нему в своем настоящем теле. Она хвалит меч, и тогда Эдо показывает ей настоящую форму меча, превращая его в мальчика. Она приходит в ужас, увидев это, и даже мальчик по имени Юки слишком ошеломлен, чтобы осознать происходящее. Затем он внезапно осознает, что на улице холодно, и Ята снимает свою куртку, чтобы отдать ее ему, представившись как его новый хозяин. Однако Юки проснулся и проявил жестокость, сказав Ята, что от его куртки пахнет потом. Он с радостью принимает шарф Хайори, а затем требует пойти куда-нибудь в теплое место, но Эдо слишком ошеломлен оскорблением, которое только что получил. Вскоре Юки узнает, что сорвал джекпот невезения, став божественным оружием Эдо. Его хозяин ищет одежду и еду в мусорных контейнерах, а затем ожидает, что он будет поклоняться ему и хорошо служить. Поскольку у них нет денег, Эдо просит Хайори угостить их чем-нибудь. Юки довольно грубо возвращает ей шарф и засыпает как раз в тот момент, когда официантка подходит, чтобы попросить Хери сделать заказ. Однако, когда Эдо окликает ее, она внезапно замечает его и Юки и удивляется, откуда они только что появились. Ули тоже в замешательстве, и Эдо говорит ей, что боги не невидимы для людей, но они едва заметны, точно так же, как и все вы для своих влюбленных. Он утверждает, что пока он не заметил, он сливается с фоном, и когда люди отдаляются от него, они забывают о нем. Когда-нибудь встречался с ним. После этого Эдо и Юки поглощают угощение Хиёри, и это вызывает у нее отвращение. Позже, когда Яда просит у официантки бесплатные сладости, Хиёри и Юки знакомятся друг с другом и объединяются из-за взаимной неприязни к богу-неудачнику. Хангари хочет узнать больше о жизни Юки, но его воспоминания о его человеческой жизни были стерты начисто, хотя он и знает, что он мертв. Как раз в этот момент к нему подходит кошка, и они начинают с ней играть. Когда Юки хорошенько разглядывает Хиёри, у него появляются извращенные мысли о ней. Как раз в этот момент Ено выходит из ресторана, и у него по спине пробегает холодок. Он читает Юки лекцию о том, что у него могут быть порочные мысли, потому что Бог и его божественное оружие разделяют разум и тело, и он может чувствовать все его порочные мысли. Юки притворяется невежественным и начинает ссориться с Едой, когда ему звонят на работу, и решает немедленно уйти. Айора не хочет, чтобы он уходил, не поговорив с ней о ее работе, поэтому она бежит, чтобы схватить их, но они телепортируются прочь, и она падает без сознания. Однако ее душа телепортировалась вместе с Юки и Эдо, которому раздавило яйца под тяжестью этих двоих. Внезапно их окружает туман, и вокруг них появляются жрицы в мантиях. И все же никто не чувствует, что его заманили в ловушку, когда появляется другой бог, декламирующий стихотворение, которое заставляет мертвые деревья цвести. По стихам Хайори узнает в нем Тендзина, бога образования, и кланяется ему вместе с Юки. Они утверждают, что Тендзин – настоящий бог гарема женских проповедей, в отличие от такого мошенника, как Яда. Его самооценка падает, как Титаник, и тогда Тендзин говорит Юки, что поскольку он является божественным оружием Эдо, ты не должен преклоняться перед другими богами, как это есть на самом деле. Это неуважительно. После этого Эдо спрашивает Тендзина, зачем он позвал его сюда, и старик просит его позаботиться о некоторых призраках, так как он занят в сезон экзаменов. Тендзин знает, что Ядо часто спит в его святилище без разрешения, и хочет, чтобы он выслушал эту просьбу, если хочет продолжать в том же духе. Он дразнит его большой запиской, прежде чем бросить ему 5-центовую монету, а затем превращает свою трубку в слугу, чтобы показать Эдо окрестности. Эдо потрясен, когда видит, что женщина перед ним – божественное оружие, которое уволилось с работы без предупреждения за 2 недели. Он окаменел от шока, а женщина представилась как Маю и сказала Хиёри и Юки, что когда-то она была служанкой Эдо, но ушла от него, потому что он был бесполезен. После того, как они поссорились как разведенная пара, Маю отвела Эдо и его группу к железнодорожному переезду, где собралось большое количество людей. Призраки регулярно собираются вместе и вселяются в людей со слабым разумом, заставляя их бросаться под мчащиеся поезда. Хиорей грустно это слышать, и она говорит, что им обязательно нужно уничтожить всех призраков. Но Джеда говорит, что тех, кто хочет умереть, нельзя останавливать, потому что нет способа спасти их души. Хиорей разозлилась на него и убежала, и Миеда тоже решил покинуть это место, но Маю остановила его и попросила поработать, когда ему заплатят вперед. Однако Хайори считала, что он не собирается убивать призраков, поэтому она решила взять дело в свои руки. Она отправляется на железнодорожную платформу, где призрак, вцепившийся в безработного неудачника, пытается заставить его прыгнуть под поезд. Хайер отталкивает его ногой, но это привлекает всех призраков в округе. Они наваливаются на нее и швыряют на рельсы, где связывают так, что она оказывается раздавленной поездом. К счастью, Эдо прибывает
прибывает туда как раз в тот момент и рубит удерживающих ее призраков. Хайори подпрыгивает и благополучно приземляется на крышу поезда, где Эдо говорит ей просто подождать здесь и посмотреть, как эксперт делает свою работу. Поезд быстро приближается к району, веренному Эдо Тенгеном, и он видит, как призраки уговаривают его ученика ступить на рельсы. Юки чувствует, что они не смогут спасти его до того, как он окажется перед поездом, но Ята просит его поверить в него. Он бежит вперед и прыгает перед поездом, зачаровывая свой меч, чтобы очистить призрака. Одним ударом он уничтожает призрака, но Юки слишком силен и рубит деревья и столбы, подчиняясь воле Авиеда. На следующий день Киори приносит ему обед и просит наконец прислушаться к ее просьбе. Он решает отвезти ее в уединенное место, где полно маленьких лачуг, и начинает звать девочку по имени Кафуку. Вскоре к нему подбегает веселая девочка с розовыми волосами и крепко обнимает его. Когда они празднуют свое воссоединение, Хиори и Юки чувствуют себя неловко, и тогда Эдо обрушивает на них ошеломляющую новость, представляя девочку как Кафуку, свою подругу. Хиори и Юки смотрят на них в недоумении, а затем Эдо говорит Кафуку, что недавно он создал новое божественное оружие. Но прямо сейчас у него недостаточно средств, чтобы прокормить себя. Кафуку, не колеблясь, дает ему немного денег, и в этот момент какой-то мужчина пинает Йота, приказывая ему держаться подальше от его дамы. Когда он собирается его избить, он замечает, что здесь есть и другие люди, и приглашает их войти. Там он представляется как Куро, божественное оружие Хафуку. Хиори и Юки потрясены, узнав, что Кафуку – богиня, у которой романтические отношения как со своим божественным оружием, так и с Яда, которые не очень-то ладят друг с другом. Эду говорит Юки быть осторожнее с Куро, утверждая, что имя Куро есть в списке Эпштейна, и он выгоняет его из своего дома. Дом из-за этого. Куро разговаривает с Юки о том, что он божественное оружие Йета, в то время как Кафуку набрасывается на Хиори, требуя от нее каких-то девчачьих действий. После того, как она закончила с ней, она говорит Юки быть осторожной с Йета, потому что, несмотря на его нежную внешность, до нее дошли слухи о том, что он ужасный бог. Прежде чем Юки успевает спросить ее, что она имеет в виду, появляется Эдо и забирает свое божественное оружие, потому что у них есть работа. И Хиори следует за ними. Следующий клиент Ята мужчина, который пытается прыгнуть с банджи без веревки, и прежде чем он успевает прыгнуть, Ята телепортируется прямо над его головой и бросает его ложись. Когда мужчина падает, он понимает, что даже не смог позвонить своей маме, чтобы попрощаться, но Ида падает вместе с ним, рассказывая обо всем каталоге услуг, которые он предлагает. Хайори падает на него и на мгновение выводит из равновесия, но затем мужчина отдает Эду свою визитку и говорит ему, что его компания обанкротилась, поэтому он планировал покончить с собой. Он звонил своей маме, но перепутал цифру и вместо этого позвонил Ядо. Ядо не возражает против этого и просит его рассказать свою историю с самого начала, и мужчина соглашается. Он говорит, что несколько месяцев назад, возвращаясь с работы, он встретил школьную роль и просто ради забавы поместил фотографию Хиори вместо ее лица. Он говорит, что девочка, похоже, была из очень строгой семьи, поэтому ему стало жаль ее, и он пригласил ее на прогулку. Поужинали, и вот так они начали встречаться. Эду кричит, чтобы ФБР арестовало этого человека, но он не собирается рассказывать всю свою историю. Он утверждает, что у них было много свиданий, но на каждом из них происходили какие-то ужасные инциденты. Постепенно его производительность на работе начала снижаться, и не успел он опомниться, как оказался безработным и банкротом. Несмотря на это, мужчина хотел быть со своей девушкой, и так как он не мог сделать ее счастливой, он планировал совершить самоубийство. Выслушав его историю, Йено просит мужчину показать ему фотографию девушки, и он не удивляется, когда обнаруживает, что это Кафуку. Хайори и Юки застигнуты врасплох, и тогда Ейта говорит им, что Кафуку – это бог бедности, который убьет любого хорошего человека. Тебе повезло. Он говорит мужчине разорвать с ней все связи, потому что у нее не только есть другой мужчина, но и она намного старше, чем выглядит. Однако мужчина не готов простить свою настоящую любовь и предпочитает умереть, чем забыть Кафуку. Эдо бьет его, говоря, что тот, кто может так легко расстаться с жизнью, не создан для любви, и это приводит мужчину в чувство. Макси поворачивается к Юки, который нервничает, потому что не знает, что делать, но Эдо говорит ему, чтобы он верил в себя. Он превращает Юки в оружие, а затем обрывает все связи, которые были у этого человека с Кафуку, спасая его от безвременной смерти. Позже Эдо рассказывает Кафуку о человеке, который должен был умереть из-за нее, и Куро в слезах обвиняет ее в измене ему. Он читает ей нотации, говоря, что не хочет, чтобы она связывалась с людьми, поскольку она приносит им только несчастье. После этого Куро хвалит способности Юки, говоря, что разорвать чьи-то связи с другими людьми было очень тяжело. Немного пошалив, Эдо и его группа возглавляют Кафуку. Но прежде чем уйти, Хайори хочет подтвердить, что слухи о том, что Эдо страшный бог, были фальшивкой. Кафуку говорит ей, что слухи были правдой, и Эдо убивал людей и божественным оружием одинаково. Хайори в ужасе, но Куро уверяет ее, что это осталось в прошлом, когда было несколько войн, а у Ядо была только одна работа – убивать людей. Он утверждает, что все боги рождаются по желанию людей, а для второстепенных богов само их существование является проблемой. Они должны исполнять любое желание, которое возникает на их пути, и именно поэтому Ята был вынужден убивать людей, чтобы выжить. Узнав об этом, Айори пришла в ужас, и когда она покидала это место, Ята столкнулся с ней лицом к лицу, спрашивая, о чем она говорила с Кафуку. Вместо ответа Хайори спрашивает его, почему он знакомит ее с Кафуку, и
Яду кладет свою ветчину ей на плечо, когда просит ее уйти. Кафуку и Кира на случай, если с ним что-нибудь случится. Однако единственное, на чем она может сосредоточиться, это на его сладком запахе. Чуть в стороне от них Юки бросает камешки в пруд, вспоминая, как Эдо молился ему ранее. Внезапно перед ним появляется девушка с множеством татуировок, выгравированных на ее теле, и Юки приходит в ужас, когда понимает, что все они ее имена. К нему подбегает Ейдо, он называет девушку Норой и спрашивает, почему она здесь. Однако она встает и просит его называть ее тем именем, которое он ей дал, потому что она тоже его божественное оружие. Нора исчезает после того, как сказала Ята, что будет ждать, когда он позовет ее, оставив всех в шоке. Вскоре после этого Ята берет Юки на тренировку, чтобы они могли раскрыть его новые способности. Он показывает ему крошечного призрака и просит его создать барьер между ними. Юки не так уверен в своих способностях, но следуя инструкциям Ята, он создает барьер, через который не может пройти ни одно побережье. Йори поражена и спрашивает Ята, может ли она тоже делать такие крутые трюки, но он отвечает, что только божественное оружие способно создавать барьеры вот так. Затем он замечает, что Юки создала самый мощный барьер в своей первой попытке из всех известных ему божественных видов оружия. И что это сразу напоминает Хайори о девушке с множеством татуировок. Она спрашивает Ята, является ли она тоже божественным оружием, и он нервно отвечает, что она просто друг, который приносит пользу многим богам. Хейнери не впечатлена, узнав, что у Ята так много скандальных связей, поэтому она решает присмотреть за Юки. Она прижимает его к себе, говоря, что такой неудачник, как Эдо, не может заботиться о мальчике. Юки всего лишь мальчик в период полового созревания, поэтому он легко возбуждается, просто находясь рядом с ней, и Эдо испытывает шок из-за своих извращенных мыслей. Он не хочет отпускать Юки с Хиори, потому что тогда ему пришлось бы каждый раз сталкиваться с этим ощущением, поэтому он тянет Юки к себе. Ее увезли. После долгой игры в Tap of War Хиори все равно забирает его домой, оставляя Яду в смятении. Юки удивлена, увидев, что у Хиори есть деньги, а ее большой дом пустует, потому что оба ее родителя ушли на работу. Естественно, у него появляются какие-то озорные идеи, но потом она разрешает ему отдохнуть в комнате своего старшего брата. Хайори счастлива, что может провести ночь с симпатичным мальчиком, не отвлекаясь ни на что, потому что никто не может его заметить. Однако вскоре ее родители возвращаются домой, и Еда следует за ними, не давая им знать об этом. Он крадет напитки и еду из их холодильника, и мама Хайори почти замечает его. Позже Хайори ругает Эду, спрашивая, что он здесь делал без приглашения, и он говорит ей, что обычно спит в святилищах, потому что это секретная территория и призраки не могут там нападать. Однако в ее доме не было таких преимуществ, и именно поэтому Юки не чувствовал себя здесь в безопасности, потому что боялся темноты. Вскоре она узнает, что он не лгал, когда Юки приходит ночью в ее комнату, утверждая, что не может заснуть после того, как ее отец выключил свет в своей комнате. Комната. Она велит ему спать рядом с ней, и несмотря на то, что Юки знает, что это ловушка для жажды, он принимает предложение. Он в панике, потому что никогда раньше не был так близок с девушкой. А потом Хайори говорит ему, что он приятно пахнет, прямо как его хозяин. Вскоре она засыпает, и Юки не может совладать со своими инстинктами, поэтому он поворачивается к ней спиной и пытается что-то почувствовать. Однако Ейта появляется у него за спиной как раз перед тем, как он успевает прикоснуться к девочке и вытаскивает его наружу. Он читает ему нотации о том, что он извращенец, но Юки не хочет слышать это от мужчины, у которого много девушек на стороне. Он говорит Яре, что у Хиори есть еще одно божественное оружие, так что ему не стоит даже встречаться с ним, и убегает, оставив его ошеломленным. На следующий день Хиори берет Юки с собой за покупками, и он говорит ей, что ей не нужно тратить на него деньги, потому что никто не может его заметить, и он может брать взаймы все, что ему заблагорассудится. Он взял свой скейтборд, но Хайори остановила его, сказав, что это была кража, и ему следовало бы быть осторожнее. Она вернула скейтборд в магазин, а затем сказала Юки, что купит ему такой же позже, но к тому времени он уже ушел. Как раз в этот момент Нино окликает ее с детской площадки и говорит, что он чувствует, когда его божественное оружие замышляет недоброе. Прошлой ночью он почувствовал его непристойные мысли, а прямо сейчас он почувствовал, что поддался очередному искушению. Эду говорит, что аморальные чувства, связанные с божественным оружием, превращаются в боль для мастера, и именно так боги узнают, что правильно, а что неправильно. Однако эта мораль не работает, когда бог решает творить зло, и они могут делать все, что захотят. Услышав его слова, Хиори понимает, что то, что она слышала от Кафуку о том, что он жестокий бог, правда. Она немного нервничает, находясь перед ним, поэтому убегает, чтобы найти Юки, но оставляет свое тело позади. Тем временем Юки бродит по городу, гадая, злится ли все еще на него Хиори, когда замечает, что уже стемнело. Он бежит туда, где еще не стемнело, когда слышит, как девочка зовет на помощь. Он оборачивается, и девочка замечает его, цепляется за него и просит отвезти ее к родителям. Она плачет, говоря, что все, кажется, не обращают на нее внимания, и она видит страшные глаза. Юки понимает, что девочка уже мертва, но она этого не знает, и когда она просит его остаться рядом с ней, пока за ней не приедет ее мать, он соглашается. Он сидит с ней под уличным фонарем, где сообщает ей плохие новости и говорит, что ее мама не придет.
Девочка расстраивается и начинает уходить плача, а Хайори появляется как раз в тот момент, когда Юки собирается остановить девочку. Внезапно из темноты появляются все призраки и уговаривают девочку перейти на их сторону, утверждая, что с ними ее мать. Призраки собираются забрать девочку, и Хайори говорит Юки использовать способность создавать барьеры, чтобы спасти ее. Он бежит в темноту и воздвигает барьер, чтобы защитить девочку от призраков, в то время как она крепко обнимает его. Он извиняется перед ней за то, что сказал обидные вещи, но потом девочка говорит ему, что от него приятно пахнет. Юки в замешательстве, но потом он смотрит на лицо девочки и понимает, что она начала портиться. Он застигнут врасплох и падает на землю, а когда девочка приближается к нему, он теряет концентрацию и барьер исчезает. Как только барьер исчезает, призраков охватывает тошнота и они уничтожают весь свет в округе, а Юки застывает на месте от страха. Хьори пытается спасти его, когда на него нападает гигантский призрак, но она также попадает под удар призрачного тела. К счастью, Эдо спас их обоих в последний момент, а Юки просит, чтобы он спас девочку, которая вошла внутрь призрака. Эдо слышит его просьбу и прыгает вниз, превращая его в меч и зачаровывая, чтобы победить призрака. Однако Юки струсил, увидев сходство девочки с гигантским призраком, и Эдо не смог нанести завершающий удар. Юки говорит, что они должны спасти девочку, а не убивать ее, но Эдо говорит ей, что они могут спасти ее, только очистив сейчас. Воспользовавшись их нерешительностью, призрак нападает на них, а затем отталкивает Эдо. Когда он встает, он говорит Юки, что после того, как душа была испорчена, она может чувствовать только бесконечную боль. Поэтому он должен стать сильным и избавить девочку от ее страданий. Несмотря на то, что Юки была слишком напугана, чтобы что-либо предпринять, Эдо бросился вперед и очистил призрака. Но ему было очень больно из-за недостатка смелости у его слуги. После этого прошло несколько дней, но Юки так и не оправился от шока, вызванного убийством девочки, и его посттравматическое расстройство возвращается без предупреждения. Он видит призраков в чае, который готовит для него Хайори, и когда он идет в торговый центр, чтобы сбежать из дома, он в ужасе от того, что самые маленькие призраки. Юки проклинает Эдо, обвиняя его в своем состоянии. Он утверждает, что использовал его против его воли, и именно поэтому у него такая паранойя. Он выплескивает свое разочарование на стеклянную панель, но поскольку продавец в магазине не замечает его даже после этого, Юки решает взбунтоваться и крадет скейтборд, вызывая еще один приступ ярости. «Причиняю боль я-то». Он весело катается на украденном скейтборде, но тут появляется Эдо и начинает мешать ему веселиться. Он спрашивает о скейтборде, и Юки говорит, что Хиори купила его для него. Похоже, удача не на его стороне, и в этот самый момент появляется Хайори, и ее загоняют в угол, когда Эдо спрашивает ее о скейтборде. Она боится, что Эдо накажет Юки за кражу, поэтому она лжет и утверждает, что купила его для Юки, так что на этот раз он не обращает на это внимания. После того, как Аки обращает внимание на красное закатное небо, утверждая, что во время его пребывания граница между этим миром и следующим размыта, и те, кто живет между ними, становятся более активными. Как только Идо заканчивает свой диалог, он поднимает глаза и видит мамочку, которая скачет верхом на льве и ломает дерево, и которая его по-настоящему ненавидит. Она нападает на Юки со своим хлыстом, но Идо в последний момент отталкивает его с пути. Иори в шоке, но Идо говорит ей не реагировать и притворяться, что она их не видит. Богиня-мамочка называет Идо богом бедствий, и он отвечает на приветствие, называя ее епископом, самым сильным богом войны, которого он встречал. Юки спрашивает, является ли она богом и почему она нападает на них, и Идо отвечает, что давным-давно он был с ней не в ладах, так что с тех пор она нацелилась на его жизнь. Юки не хочет участвовать в их битве и хочет сбежать, но Эдо уверяет его, что Бишопин не пощадит его, так как он является его божественным оружием. Она нападает на него, а Эдо уворачивается, прежде чем превратить Уки в меч и убежать от нее. Пока богиня-мамочка преследует его, Хайори задается вопросом, почему Бишамон, бог, который вершит правосудие над грешниками, преследует Яка. Она вспоминает его слова о том, что он должен отправиться прямиком в Кафуку, если с ним что-то случится, и решает, что сейчас самое время действовать. Тем временем Бишоин охотится за Эдо и, используя свое божественное оружие, Казуму, который находится в ее серьге и ведет себя как ее Джарви. Она находит правильное место для нападения. Приколи его. Она посылает своего льва, чтобы помешать ему сбежать, а затем преследует его пешком, полной решимости покончить с его жизнью. Жизнь сегодня. Йета прячется от нее, потому что устал, и когда Юки жалуется на это, он обвиняет его в своем ослабленном состоянии. Он говорит ему, что из-за того, что в последнее время у него много негативных и эгоистичных эмоций, он прошел через ад, и приказывает ему быть мужественным. Юки игнорирует его слова и спрашивает, действительно ли он собирается убить другого бога, используя его, на что Йодас отвечает, что возможно у него нет другого выбора. Он объясняет, что все, чем владеет Бишамон, от ее одежды до льва, является божественным оружием. Ее штурман Казума самый искусный из ее слуг, и благодаря его помощи она почти непобедима. Еда выбегает на открытое пространство, надеясь прикончить Бишамин, пока у него еще остались силы. Она нападает на него почти сразу, и когда Ено блокирует ее атаки своим фитилем, он понимает,
понимает, что не может сражаться с ней прямо сейчас. Он уклоняется от ее атак, но Бишамин использует свой хлыст, чтобы схватить его за ногу, а затем показывает свой пистолет, чтобы выстрелить в него. Казума точно определяет место, куда ей нужно целиться, но Эдо демонстрирует свои навыки и отсекает пули. Он бьет хлыстом и отбрасывает его прочь, крича от боли, что приводит в бешенство Бишоин, которая нападает на него с близкого расстояния со своим пистолетом. Она заявляет, что больше не позволит ему убивать божественным оружием. Джеда говорит Бишоин оставить его в покое, поскольку с того инцидента прошли столетия, но она не в настроении щадить его. Поэтому достает еще одно из своих ружей и стреляет в него в упор. Эдо уворачивается от атак, а затем убегает, а Бишамин бросается в погоню. С другой стороны, Хайори добралась до магазина Кафуку и сказала ей, что Бишамин охотится за Эдо. Кафуку знает об их вражде и рассказывает потрясенной Хиори, что божественное оружие, которым Яда когда-то убил, принадлежало Бишамену, и именно поэтому она хочет отомстить. Куро утверждает, что им негде вмешиваться в битву между богами, но Хайори умоляет их помочь ему. Кафуку проявляет любопытство и спрашивает Хайори, влюблена ли она в Ята или он ее каким-то образом шантажирует, потому что что-то другое маловероятно. Богиня бедности не возражает помочь Хиори в обмен на денежное подношение и, конечно же, спрашивает дорогу к Ята. В тот же самый момент Хайори выходит из своего тела и ведет Кафуку и Куро за собой, следуя за сладким ароматом, исходящим от Яга. Йоги отдыхает в лесу после того, как ушел далеко от Бишопина, и Юки спрашивает его, действительно ли он убил божественное оружие Мами. Он спрашивает его, убьет ли он и его тоже, если тот станет бесполезен, так как он думает, что у Яду уже есть другое божественное оружие под названием Нора. Его негативные мысли снова жалят Яду, который говорит ему перестать быть слабаком, но Юки обвиняет его в трусости и говорит, что у него руки грязные. Теперь я потею гораздо сильнее. Пока они ссорятся, резкий порыв ветра ломает несколько деревьев и отправляет Юки в полет, но Идо мгновенно возвращает его обратно, используя свой меч. Затем он видит перед собой Бишермана с огромным мечом в руках, и она просит его сказать свои последние слова. Эдо принимает боевую стойку, а Юки говорит ему остановиться, потому что он ни за что на свете не выживет, столкнувшись с ее гигантским мечом. Когда Бишоин устремляется к Эдо, туда прибывает Кафуку, и оба боевых бога останавливаются, увидев ее. Она приказывает Куро превратиться в его оружейную форму, которая является веером, и Эдо с Бишоином приходят в ужас, потому что знают, на что похожи ее способности. Кафуку размахивает своим веером, приказывая им прекратить борьбу, и ее сила открывает дверь в подземный мир, создавая мощный торнадо, который Ята просто сдувает с ног. Несмотря на угрозу появления призраков, выбегающих из портала, Бишерман не готова покинуть Ята и приказывает своему льву напасть на него. Ята испытывает боль из-за укуса льва, но благодаря силе заговоренной брони Нора прибывает туда и сдерживает льва, давая Эдо возможность шанс освободиться и нанести ему удар. Бишопин немедленно вызывает льва обратно и просит своего навигатора Казуму превратиться в человека, чтобы вылечить льва. Она все еще хочет отправиться за Эдо, но Казума сурово останавливает ее, спрашивая, готова ли она рискнуть жизнью своего божественного оружия только ради мести. По другую сторону шторма Хиори подбегает к Ята, который просит ее спрятаться и не дать Бишамону узнать об этом. Она как-то связана с ним. Когда шторм стихает, Бишамон говорит Ята, что сегодня она оставит его в живых, но вернется, чтобы отомстить. Перед уходом она просит Идо не поддаваться порче, когда он сразится с ней в следующий раз, потому что она надеется встретиться с ним лицом к лицу в расцвете сил. Идо был ошеломлен тем, что она поняла его состояние, и после того, как Бишопин уехал на своем льве, Казума остался позади и поклонился ему, прежде чем присоединиться к своему хозяину. Идо и другие также убегают, а позже, пока Юки дуется в доме Хиери, Эдо пытается очиститься от распространяющейся порчи, но терпит неудачу. Он задается вопросом, не сложатся ли отношения между ним и Юки, когда внезапно перед ним появляется Нора и говорит ему не обращать внимания на неуравновешенного мальчика, потому что он всегда может свободно использовать ее. Она соблазняет его, утверждая, что хочет, чтобы он называл ее тем именем, которое он ей дал, потому что между ними есть какая-то потрясающая химия. С другой стороны, Хиори приходит в комнату Юки, чтобы отдать ему обед, но застает там Ята, который жует что-то вкусненькое. Она возмущена тем, что он пробрался внутрь, но затем начинает раздражаться, когда узнает, что Юки убежал из дома, а он даже не попытался остановить он. Она бежит искать Юки и приходит в святилище Тензина, где старый бог выходит, чтобы поприветствовать ее. Она спрашивает его, не видел ли ты Юки, и он отвечает, что мальчик пришел сюда утром в поисках работы. Он заявил, что не может работать с Ята, который был раздражающим, сломленным, слишком самоуверенным и даже обладал еще одним божественным оружием. Юги хотел уйти от него, если бы был способ, и Тензин первый поблагодарил его за то, что он пришел к нему, но затем отклонил его просьбу. Он сказал мальчику, что даже если он даст ему имя прямо сейчас, он станет Норой. Хиори удивлен, услышав это имя, и спрашивает Тенгена, что оно означает. Он говорит ей, что Нора — это не имя, а титул, который означает бродячий и дается божественному оружию, принадлежащему улицам. Он утверждает, что это позор для божественного оружия иметь более одного хозяина, и именно поэтому оружие Норы ненавидят все боги. Тензин говорит Хиори, что божественное оружие, у которого много имен, с большой вероятностью предаст своих хозяев, и именно поэтому большинство богов избегают его. Один из них. В большинстве случаев божественное оружие должно освободиться от своих старых хозяев и служить новому, но для Норы это не так. Это не так, потому что они используются для выполнения работы, которую никто не поручит их собственному божественному оружию.
оружию. Хён Гуреза должен это усвоить, и он спрашивает Тензина, видел ли он Нору того же возраста, что и Юки, но тот отказывается обсуждать с ней эту отвратительную тему. Позже она поднялась на возвышенность, надеясь найти Юки, но почувствовала сладкий аромат, который не узнала. Она огляделась по сторонам и заметила, что Бесумен обыскивает город. Хайори в ужасе отступает на шаг, но затем обнаруживает Кадзуму прямо у себя за спиной. Он знает, что она может их видеть, и является близким знакомым Ята, и Хиёри думает, что сейчас умрет. Она пытается убежать, но Казума удерживает ее, а затем применяет к ней еще одно из своих заклинаний. Вскоре туда приходит Бишерман, и у Хайори возникает ощущение, что сейчас она станет обедом для льва. Однако ни Бишоэн, ни ее лев не замечают ее присутствия, а Казума продолжает непринужденно болтать с ними о делах. Бишоэн отправляется со львом на поиски других призраков, и когда Хиёри смотрит им вслед, у нее возникает ощущение, что они команда спецназа. Вскоре Казума говорит ей, чтобы она не слишком связывалась с богами, и освобождает ее от своих заклинаний. Хайори впадает в панику, потому что он назвал ее полным официальным именем и адресом, и Казума объясняет, что его способности позволяют ему расширять свои чувства, одновременно скрывая что-то от других. Что касается имени Хиёри, то он получил его, украв ее кошелек и сказав ей не высовываться, если она не хочет попасть в неприятности с Бишоэном. Хангари хочет знать, почему Кадзума помогает ей, потому что считается, что он враг Эдо. Он отвечает, что хотя Эдо и является их врагом, он также является их спасителем. Хангари многого не понимает, и тогда Кадзума спрашивает ее, все ли в порядке с Эдо, потому что, судя по тому, что с ним случилось на днях, он, похоже, попал в беду. Он объясняет, что порча была вызвана внутренними причинами, и единственный способ, которым это могло произойти, это неправильное поведение божественного оружия. Казума говорит Хиёри, что им нужно избавиться от божественного оружия Ята, если они хотят спасти его, потому что, если Юки продолжит плохо себя вести, Эдо заболеет, и он умрет, может лишиться жизни. Пока Хиёри беспокоится о нем, Эдо находит Юки и берет его с собой, потому что у них есть работа. Однако эта работа предполагает помощь в местном круглосуточном магазине по ночам. Юки не в восторге от этого, но Эдо говорит ему, что это лучше, чем ничего. Как раз в этот момент туда приходит Куро, а за ней Кафуку, и Эдо выгоняет ее из магазина, пока она не довела его клиента до нищеты. Пока Куро и Ено спорят о том, как обращаться с таким богом, как Кафуку, туда прибывает Хайори. Она краснеет, пытаясь скрыть тот факт, что нашла Ята по его таинственному запаху, и тогда Куро переходит к делу. Он говорит, что Кафуку мог бы получить работу на днях, но учитывая стиль его номера, он хочет, чтобы он согласился. Когда Ята неохотно соглашается на эту работу, Хайори спрашивает его, почему он в последнее время выглядит бледным. Именно в этот момент он чувствует новый приступ боли и сразу понимает, что Юки что-то натворила. Он видит, что Юки стоит перед прилавком и сразу же проверяет деньги, чтобы убедиться, что тот ничего не украл. Юкай выражает разочарование, говоря, что даже его бог не доверяет ему. Затем он убегает только для того, чтобы споткнуться о ноги незадачливого бога и уронить банку с чаевыми, которую он украл. Его загнали в угол, потому что его маленькая кража была раскрыта, и он убегает. Ята не останавливает его и просто переодевается в рабочую одежду, чтобы принять предложение Куро о работе, оставляя его присматривать за магазином. Ята добирается до места, где ему нужно уничтожить призраков, и Хайори следует за ним, чтобы поговорить о Юки. Он говорит, что ему нужно его божественное оружие, чтобы убить призрака, но Хайори говорит, что хочет поговорить о других вещах. Эдо утверждает, что он тоже это знает, и пришло время решить этот вопрос раз и навсегда. Он боится, что Яда убьет Юки, поэтому она дает себе пощечину, чтобы проснуться. А затем хватает Эдо за лицо, чтобы сказать ему, что он должен перестать относиться к Юки просто как к инструменту и признайте, что он человек. Он застигнут врасплох ее внезапной просьбой, когда почувствует присутствие Норы поблизости. Она снова разговаривает с Юки, говоря ему, что он может быть и симпатичный, но пустой и бесполезный. Как раз в этот момент туда прибывают Ята и Хайори, и Нора просит его использовать ее, чтобы убить всех, кто встанет у него на пути. Однако Еда отказывается от ее заманчивого предложения и призывает Юки в качестве своего оружия, говоря ему не обращать внимания на сумасшедшую девчонку. И вместо этого сосредоточиться на гигантском призраке мотылька, которого они должны убить. Еда гонится за мотыльком, несмотря на то, что ему трудно двигаться, а затем зачаровывает свой меч, чтобы пронзить его насквозь. Однако у него недостаточно силы, чтобы прикончить призрака одним ударом, потому что Юки потеряла веру в него. Когда Ята пытается как следует ухватиться за свой меч, он замечает Нору, все еще стоящую в углу с протянутыми к нему руками, чтобы он позвал ее, но он отказывает ей искушение. Мотылек налетает на него и уносит прочь, но Эдо использует секретный трюк, чтобы освободиться и ранить призрака. Святая вода, которую он хранил ранее, теперь пригодилась, и Эдо выливает ее на свой меч, приказывая Норе убираться восвояси. Он утверждает, что Юки, возможно, паршивый, неблагодарный мальчишка, но он нашел его и дал ему имя, так что он не собирается оставлять его просто так. Йен снова произносит заклинание меча и разрубает Мута, на этот раз успешно уничтожая его. Нора разочарована, но затем рядом с ней телепортируется одна из ее подруг с привилегиями и говорит, что ей было грустно, что ее предали. Юки интересуется ею, но Яду говорит ему не смотреть и уводит его прочь. Они уходят, и пока Хиёри наблюдает за ними, она беспокоится о том, что с ними теперь будет. Она продолжает думать о предупреждении Казумы о том, что Яду умрет, если Юки не остановить, как вдруг он телепортируется прямо рядом с ней в школьном туалете. Она разволновалась и сразу же начала нападать на него, даже когда он попытался
попытался объяснить, что это просто недоразумение. После того, как Ята был избит до полусмерти, он объяснил, что однажды оставил свой номер телефона в этом туалете, чтобы его могли найти потенциальные клиенты. И кто-то позвонил ему сегодня. Он взломал дверь в туалет и увидел сидящего там мальчика, и Хайори тоже избил его за то, что он извращенец. Она разозлилась на всех троих мальчиков, но потом мальчик по имени О'Джей сказал ей, что он прятался здесь из-за своих хулиганов. Рассказывая свою историю, он начинает плакать, и Хиори протягивает ему свой носовой платок. Эдо уже догадался об этом, потому что большинство просьб, поступающих из школы, касаются травли. О'Джа плачет и говорит, что хочет убежать подальше от этого места, а Юки раздражает его тявканье. Эдо говорит своему слуге, чтобы тот не ненавидел мальчика за то, что он снежинка, потому что он такой же, как он. Юки обижен этим заявлением и заявляет, что он не снежинка, прежде чем убежать. Эдо не возражает против него и говорит О'Джи, что он должен стараться быть таким же выразительным, как Юки. И за это он дает ему секретное оружие, которое можно использовать против его хулиганов. О'Джи в ужасе, и Эдо говорит ему, что последствия использования его дара могут быть очень серьезными. Тем не менее, он все равно берет его, а Хайори кричит на Яда за то, что тот позволил мальчику взять такое опасное оружие. Эдо отвечает, что он просто хочет, чтобы О'Джи сошел с ума, и если у него есть хоть капля самообладания, он не причинит вреда другим. Айри считает, что должен быть другой способ решить проблему, но Эдо чувствует себя не очень хорошо и решает сделать перерыв. Уходя, он говорит, что пребывание здесь тоже может подтолкнуть Юки к краю пропасти. Хайри хочет узнать больше, но он уходит, не вдаваясь в подробности. Хая Рэй продолжает набирать его номер и искать его, пока в конце концов не находит его спящим в лазарете. Она испытывает искушение, когда видит его обнаженную спину, и решает проверить, распространилась ли порча по всему его телу. Яда просыпается, когда она осматривает его, и снова получает удар, хотя на этот раз это не его вина. Хьюри меняет тему и спрашивает его о Юки, и Эдо говорит ей, что у мальчика трудный возраст, и он навсегда останется подростком. Именно поэтому ему будет трудно заботиться о нем. Тем временем Юки уже на пределе, и он все еще зол на Эдо за то, что тот сравнил его с таким неудачником, как О'Джи. Тем временем он решает осмотреть школу, и пребывание в пустом классе вызывает у него странную ностальгию, хотя у него нет никаких воспоминаний. Когда он решает сложный математический вопрос, ученики возвращаются, и видя, что они дружат друг с другом, он чувствует себя еще более одиноким. Он в ярости, у него нет друзей, и параллельно с ним О'Джи тоже несчастен из-за всех этих издевательств. Он внезапно начинает слышать голоса призраков, говорящих ему убить своих хулиганов, если он так сильно их ненавидит. И соблазненный их словами, он достает секретное оружие, Эдо дал ему это. Он подходит к своему обидчику и бросает на него убийственный взгляд, достаточно сильный, чтобы заставить его отступить. Одри вспоминает все унижения, которые он испытал, и достает из кармана секретное оружие, которое представляет собой обычный нож, и бросает его хулигану. Он вспоминает слова Эдо, который сказал ему тоже дать своему противнику оружие на случай, если тот решит драться, и сейчас самое время для этого. О'Джи достает свой собственный резак, и несмотря на то, что призраки искушают его пересечь черту, он подходит к хулигану. Однако, прежде чем О'Джи успевает причинить вред, МБ вспоминает, что Еда также сказал ему никому не причинять вреда, если он хочет сохранить свою человечность, и он роняет резак. К счастью, его поступка было достаточно, чтобы хулиган буквально наложил в штаны и убежал, как маленькая девочка. О'Джа тоже упал на колени, и Хайори подошла, чтобы присмотреть за ним. Эдо тоже наблюдал за ним, и он был впечатлен тем, что у робкого на вид мальчика было достаточно самообладания, чтобы никому не навредить. О'Джа говорит, что он запомнил свои слова, но теперь, когда он разобрался с хулиганами, его снова будут игнорировать. Эдо подходит к нему и говорит, что жизнь — это не соревнование за то, чтобы завести как можно больше друзей. И он должен быть счастлив, даже если у него есть только один особенный человек. В его жизни, когда Ено возвращается в свой класс, он надеется, что у него все получится. После этого он говорит, что ему тоже нужен кто-то особенный, но затем внезапно он чувствует сильную боль из-за Юки, который плачет в одиночестве, так как у него нет друзей. Он видит, что ученики руководят школой, и бежит за ними, зовет их немного побыть с ним, но никто из них не слышит его голоса. Когда Юки плачет, Еда чувствует еще большую боль и надеется, что теперь он поймет правду. Юки теперь знает, что он не может вернуться к человеческой природе, как бы сильно он этого не желал, он должен жить с этой правдой. Однако он слишком озлоблен и решает выплеснуть свое разочарование, разбив окна в школе. Как только он начинает это делать, Ята теряет сознание, потому что порча распространилась по всему его телу. Пока она продолжает распространяться, Хайори пытается разбудить Ята, а когда он не реагирует, она впадает в панику и покидает свое тело. Она падает на Ята сверху и заражается порчей, которая причиняет адскую боль, хотя и не затрагивает ее руку. Она поднимает его и относит к Юки, которая закончила разбивать окна. Он потрясен, увидев, как Ята и Хайори пытаются стать похожими на людей из Аватара, и Хайори говорит ему, что каждый раз, когда он делает что-то плохое, Ята страдает из-за этого. Он пытался вытерпеть это, чтобы не ранить свои чувства, но это подвергло его серьезной опасности. Она жалеет Ята за то, что раньше встала на сторону Юки, и теперь кричит ему, чтобы он шел с ними. Очевидно, она собирается в дом Кафуку.
потому что это единственное известное ей место, где можно помочь. Однако, как только Куро и Кафуку открывают дверь, они с ужасом видят, что Эдо и Хиёри погрязли в коррупции. Кафуку хочет помочь ему, но Куро не теряет ни секунды и возводит барьер между ними, а Хиёри продолжает умолять их спасти Яда. Она плачет, и Куро пропускает через барьер только ее. Он просит Кафуку помочь очистить девочку, и она отводит ее в ванную и готовит немного свежей святой воды, чтобы помочь ей. Хайорей говорит, что для Ята это значит больше, чем для нее, но Кафуку отвечает, что уже слишком поздно для этого. И если Юки не будет наказана в ближайшее время, то Ята они наверняка погибнут. Куро берет на себя эту роль и уходит, чтобы получить помощь от других божественных оружейников. Хайори хочет знать, как будет наказана Юки, и Куро рассказывает ей о процессе устранения порчи, называемом очищением. Для этого нужны 3 божественных оружия, и именно поэтому Мэту нужны еще 2. Кафуку советует ему поторопиться, так как шансы на успешное очищение довольно малы, и Куро также знает, что яд не протянет и ночи, если его не обработать. Он убирает барьер перед выходом и предупреждает Юки, чтобы тот не двигался с места, иначе он убьет его собственными руками. Юки, похоже, по-прежнему безразличен к происходящему, и ему на все наплевать. Куро первый отправляется в храм Тендзина, чтобы попросить помощи в очищении, но все его божественное оружие нервничает, потому что если процесс не удастся, они могут лишиться жизни. Однако Маю добровольно помогает Эдо, поскольку когда-то он был его учителем, каким бы жалким он ни был. Куро благодарит ее в Тендзине и устремляется вперед. В то время как Тендзин злится из-за Эдо и думает, что любое божественное оружие, причиняющее такой вред его хозяину, заслуживает смерти. Куро из тех, кто ходит в другие храмы, чтобы одолжить божественное оружие, но никто не отвечает на его просьбы. Он звонит Кафуку, чтобы рассказать ей ситуации, и она кричит, что Еда умрет, если они не найдут кого-нибудь еще, кто мог бы ему помочь. В этот момент Айора выходит из душа для очищения и решает сама поискать божественное оружие. Она думает, что Нора обязательно поможет Эду, но она также убьет Юки, поэтому она не может положиться на нее. И именно поэтому она идет в храм Бишамана, несмотря на предупреждение Казумы о том, что она должна держись от нее подальше. Она начинает выкрикивать имя Казумы, но он занят на встрече со своей богиней и другими слугами. Однако, когда посыльный сообщает ему о посетителе, он подходит к ней сзади и затыкает ей рот, прежде чем она привлечет внимание Бишамон. Вернувшись в магазин Кафуку, она закатывает истерику, потому что Куро не смог найти третье божественное оружие, чтобы помочь ему, и Маю просит Ята продолжать дышать. Юки раздражен и решает покинуть это место, несмотря на то, что Куро просит его вернуться. Однако он натыкается на Казуму, который сурово приказывает ему вернуться. Куро спрашивает Казуму, почему он здесь, ведь Ера заклятый враг его группы, и тот отвечает, что лично он в большом долгу перед Йоо. Он просит Кафуку прочитать Хайори лекцию о том, как позже отправиться на вражескую базу за помощью, а первый отправляется проведать Яда. Он считает, что его состояние слишком критическое, и очищение скорее всего не удастся, поэтому он просит его удалить имя Юки и изгнать его. Ять отказывается это делать, и Кадзума поворачивается к Юки, чтобы спросить, что он такого сделал, что довел его до такого состояния. Юки говорит, что он ничего не делал, а Куро просит его снять рубашку, чтобы доказать свою невиновность. Юки снимает рубашку и обнаруживает, что у него на спине появляется множество отвратительных и жутких глаз призрака. Все в шоке, особенно Юки, который раньше не замечал распространения порчи на своем теле и призраков. Куро проклинает его, потому что теперь он понимает, как сильно Юки навредил Яда, и вместе с Маю и Казумой решает очистить его. Они окружают Юки с 3 сторон и читают молитву, чтобы очистить его, сохранив при этом его имя. Они одновременно возводят барьеры и заключают Юки в треугольную тюрьму. Когда он кричит, Иеда тоже чувствует его боль, а Хайори в ужасе спрашивает Кафуку, что происходит. Она объясняет, что церемония очищения подобна срезанию гнилой плоти с раны, и именно поэтому это одновременно и наказание, и очищение. Она утверждает, что только божественное оружие может судить о грехах других божественных орудий, потому что все они когда-то были людьми. Судьи не должны останавливаться, пока не завершится очищение, и виновный дух не признает все свои грехи и не раскается в них. Куро просит Юки подсчитать его грехи, но несмотря на боль, он отказывается признавать свои ошибки и кричит, что убьет его. Это усугубляет его грехи, и он сам начинает превращаться в злого человека. 3 божественных оружия укрепляют свой барьер вокруг него, и когда Юки натыкается на них и кричит от боли, Ено призывает кровь. Хайори хочет, чтобы они прекратили, потому что это слишком жестоко, и Кафуку останавливает ее, говоря, что ей не следует смотреть, если она не может это переварить. Юки плачет. Первый говорит, что он не сделал ничего плохого, чтобы его так наказали, а затем признает, что он крал и ломал вещи, потому что был в ярости. Он утверждает, что несправедливо, когда у живых людей есть все, в то время как у них нет ничего. Его испорченность начинает распространяться еще дальше, и он становится все ближе к тому, чтобы стать призраком. Когда вспоминает тот день в школе, когда он осознал, насколько на самом деле одинок. Порча начинает покрывать имя, которое дал ему Эду, и 3 божественных оружия знают, что если оно полностью исчезнет, то не будет никакой надежды спасти Юки. Йойда тоже страдает от боли, и когда он замечает, что имя поглощено порчей, он понимает, что ему нужно позвонить Юки, пока он
он не перешел на темную сторону. Он помнит все те счастливые воспоминания, которые они оставили, но он не может собраться с силами, чтобы взять свое имя. Однако Хайори бросается к Юки и умоляет его не превращаться в призрака. Он отталкивает ее, но она напоминает ему, что Ята все еще заботится о нем, несмотря на то, что он устроил ему ад. И ее слова доходят до Юки и останавливают его, когда он собирается перейти на другую сторону. Темная сторона. Она говорит ему, что если он будет причинять боль Ята и предавать его еще больше, она перестанет с ним дружить. Юки застигнут врасплох, услышав ее слова, и тогда Ята тоже соберет остатки сил, чтобы позвать его по имени. Он говорит ему, что хотя он больше не может жить как человек, ему дали имя, так что он должен жить так хорошо, как только сможет. Ята снова берет имя Юки и наносит его на свое тело, рассеивая распространяющуюся по нему порчу. Юки приходит в себя и выпучивает глаза, извиняясь за все, что он сделал. Его призрачные крылья начинают исчезать по мере того, как он подсчитывает свои преступления, попытку приставать к Хиёри, кражу денег и битье окон. Он извиняется и обещает никогда больше так не делать, и вскоре его очищение завершится успешно. Позже Кафуку подтверждает, что с Эдо и Юки все в порядке, и заставляет его извиниться перед Хайори за те неприятности, которые он ей причинил. Эдо первый благодарит Куро и других, а также Хайори, понимая, что если бы она не помогала ему несколько раз на протяжении всего процесса, то и ему, и Юки пришлось бы туго. Умер. Хайори прыгает к ним и обнимает их, плача, говоря, что она рада, что они оба в безопасности. Юки тоже плачет, и даже Кира проливает несколько мужских слез, видя их эмоциональное воссоединение. Вскоре Юки начинает работать в магазине Кафуку неполный рабочий день, чтобы заработать немного денег, чтобы расплатиться за совершенную им кражу. Кроме того, он планирует стать кормильцем семьи, поскольку Яда практически бесполезен. Однажды утром Хайори приходит навестить его, и Юки нервно спрашивает ее, может ли она одолжить ему свои учебники и тетради, чтобы он мог продолжить учебу. Хагари расплакалась, услышав это, и Ета присоединяется к ней, оставляя Юки смущенным, когда двое его гордых родителей плачут после того, как он вернулся на работу. Правильный путь. Однако их радость недолговечна, потому что Кафуку приходит к ним и просит Хайори заплатить деньги за то, что они помогли ей и Йоте раньше. Хайори застигнута врасплох и спрашивает Кафуку, сколько она берет за свою просьбу. И она совершенно опустошена тем, что хочет получить $10 миллионов за то, что дважды спасла Йоту. И то заключает сделку от ее имени и приносит Кафукугаму $1 миллион. Но Хайори в ярости из-за того, что он перекладывает на нее все долги, в то время как он все еще не починил ее тело. И показывает ему несколько приемов WWE, которые причиняют ему сильную боль. После этого Эдо и вся группа отправились к Тендзину, чтобы поблагодарить его за помощь, оказанную на днях. Тендзин ругает его за то, что он позволил своей испорченности стать настолько сильной, а Эдо отвечает, что он сделал это специально, чтобы его талантливое божественное оружие могло учиться на своих ошибках. Два бога начинают ссориться друг с другом, в то время как Маю оставляет Хайори и Юки далеко. Хайори Номус, одна из служанок Тендзина, пропала, и Маю говорит ей, что ее исключили, потому что она причинила боль Тендзину своими негативными эмоциями. Маю объясняет, что девочку переполняли негативные эмоции после прочтения нескольких молитв, и при этом она причинила боль своему хозяину. У Тендзина очень строгие правила на этот счет, и он изгнал божественное оружие, несмотря на то, что она извинилась. Маю утверждает, что хотя это может показаться жестоким, изгнание девочки было мягким наказанием, потому что она могла найти другого мастера. Услышав это, Юки понимает, как ему повезло, и еще раз благодарит Маю. Она говорит ему, чтобы он не испытывал чувство вины из-за этого поступка, потому что это также причинит боль его хозяину. Вместо этого она просит его быть преданным Ята, который отказался бросить его, и Юки клянется его именем хорошо служить ему. Они смотрят на Ята, который просит у Тенсена совета относительно дела Хиёри. Он рассказывает ему о несчастном случае, о том, как Хиёри непроизвольно выскальзывает из своего тела, и поскольку он не знает, как с этим справиться, он все это время откладывал ее просьбу. Однако теперь он чувствует себя в неоплатном долгу перед ней, поэтому планирует серьезно отнестись к ее просьбам. Тендзин называет его жалким неудачником, прежде чем посоветовать ему порвать с ней, потому что это может навсегда излечить странное состояние Хиёри. Однако Эдо, похоже, не очень нравится эта идея. На следующий день Хайори обсуждает со своими друзьями их планы на Новый год, и они решают вместе посетить храм. Ее друзья говорят о получении благословений от богов, прежде чем рассказать Хайори о слухах о новом боге, чье имя быстро набирало популярность. Они говорят, что любой, кто молится богу Рёбу, чтобы он удалил кого-то из своей жизни, обязательно получает ответ на свои молитвы. Позже Хайори приносит Юки свои старые тетради, чтобы он мог попрактиковаться в некоторых уроках, но ему это дается с трудом. Эдо берет свой блокнот и рисует на нем несколько красивых набросков, прежде чем рассказать о навыках, которые он приобрел за время своего долгого пребывания в качестве бога. Юги спрашивает, можно ли использовать его талант, чтобы заработать немного денег, и Хайори наслаждается тем, что они ссорятся друг с другом. Эдо замирает, когда видит ее, и вспоминает, что Тендзин говорил ему о разрыве связей. Вскоре Хайори связывается с Эдо, которая занята на работе, и рассказывает о своих планах на Новый год,
и она хочет посетить храм Тензина первым делом в новом году. Он расстроен, потому что она посещает храм другого бога, но он соглашается пойти с ней. Наступает канун Нового года, и Хайори одевается в традиционный наряд, чтобы встретиться с Ято. На улице она замечает незнакомого мужчину, который проходит мимо нее на второй раз, но когда она оборачивается, чтобы посмотреть на него, он исчезает. Этот странный человек – бог Рабу, который работает с Норой. У них обоих есть какие-то нерешенные дела с Ято, и они считают, что избавиться от девушки, которая в последнее время полностью завладела его вниманием, будет хорошим способом наладить отношения. Однако Нора просит Рёбу набраться терпения, потому что они могут найти хороший способ использовать девочку. Вскоре Хигори встретилась со своими друзьями, которые были шокированы, увидев ее разодетой, а когда они узнали, что позже она собирается познакомить их с парнем. Они провели весь вечер, дразня ее по поводу ее предполагаемого бойфренда. Затем Хайори возносит свои молитвы Тензину и просит его позволить ей наслаждаться нормальной школьной жизнью. После этого она замечает Эду в толпе и бросается за ним, но забывает о своем теле. Однако Эдо и Юки даже близко не подходят к святилищу, потому что они заняты работой. Эдо получает сообщение об убийстве призрака, который появляется прямо рядом с ними и нападает на них. Эдо превращает Юки в меч и отрубает призраку Скорпиона хвост и руки, прежде чем зачаровать меч и очистить его. Он хвалит Юки за то, что она хорошо справилась с работой, но потом они замечают, что призрак, которого они победили, был здесь не единственным. Юки впадает в панику, но Эдо говорит ему успокоиться и довериться их командной работе. Они начинают сражаться с призраками, в то время как Рёбу наблюдает за Эдо, чтобы увидеть, насколько он силен. С другой стороны, Хайори добирается до пустыря, преследуя Эду, но она потрясена, узнав, что на самом деле эта Нора обманом заманила ее сюда. Она в ярости от того, что Хиори сыграл большую роль в очищении Юки, и именно поэтому Эду не прогнал его. Нора хочет разобраться с ней прямо сейчас и призвать призрачных волков, которых она приручила с помощью магических масок, чтобы они выследили ее. Волки нападают на нее, и Хайори уворачивается, запрыгивая на столб. Однако это не так уж и полезно, поскольку волки взбираются на стены, чтобы напасть на нее. Она с трудом освобождается от нападения одного волка, а затем убегает, чтобы быть в безопасности от них. Она бежала всю ночь и наконец была загнана в угол перед самым рассветом. Однако солнце встает как раз перед тем, как волки нападают на нее, и все они исчезают, когда на них падает солнечный свет. Хиори испытывает облегчение, но ненадолго, потому что приходит Нора и говорит, что ее прототипы потерпели неудачу. Затем она говорит Хиори, что ее ждут еще более страшные вещи, потому что давно забытый бог бедствий по имени Рёбу пробудился ото сна. Нора утверждает, что Рёбу может убить кого угодно, включая людей, призраков и богов, и на этот раз его цель Ято. Хагенори в ужасе, но она верит, что Юки защитит Ято. Нора не согласна с ней, а затем говорит, что ее присутствие продлилось еще неделю, так что ей следует просто исчезнуть из этого мира. С другой стороны, Еда и Юки всю ночь сражались с призраками скорпионов, и наконец им удалось окружить оставшихся. Театр убивает их всех одним движением, а оставшийся призрак нападает на него сзади, но его тоже убивают. Затем он выпускает Юки в человеческом обличии, и они бегут навстречу с Хиори. Когда они уходят, множество крошечных призраков-скорпионов бросаются к коробке с такой же меткой на глазу, как у масок, и Рейбу разбивает коробку вместе с ними, потому что он недоволен текущей силой Ято. Вскоре Мира и Юки подходят к Хиори, как раз в тот момент, когда она расстается со своими друзьями. Они желают ей счастливого Нового года и просят угостить их какой-нибудь едой, но она выглядит ошеломленной и спрашивает Ято, не бездомный ли он, которому нужны деньги. Однако она прекрасно помнит Юки и спрашивает его, не является ли тот человек на грязных дорожках его другом. Когда Ято и Юки возвращаются в магазин Кафуку, он закатывает истерику, говоря, что Хиори забыла только о нем. Юки просит его успокоиться и предполагает, что это может быть амнезия, и со временем Хайори вспомнит его. Однако Гида не может смириться с этим и клянется вернуть Хиори к нормальной жизни. На следующий день, когда Хиори приходит отдать Юки несколько своих тетрадей, Эдо приводит их к месту, где они впервые встретились из-за кошки. Хайори ничего не помнит, и Эдо рисует кошку, чтобы она запечатлела ее воспоминания, но даже после того, как она вспомнила кошку, она все равно ничего не помнит. Вспомни что-нибудь о Ядо. Вместо этого она пугается того, в каком отчаянии он находится, и уходит из дома. Но Эдо держит ее за руку и пытается быть как герой дрянной романтической драмы, спрашивающий, действительно ли она его забыла. А Йори считает его не более чем растлителем и бросает его в кусты, прежде чем убежать. Джеда сейчас расстроен еще больше и решает устроить для Хиори показ фотографий на память, чтобы они могли вспомнить все, через что им пришлось пройти. После того, как ему не понравились ручка и бумага, он потратил большую часть своих сбережений на покупку листов для рисования и красок. И теперь даже Юки начинает понимать, насколько серьезной была ситуация. Именно в этот момент перед ними появляется Нора, и Еда понимает, что именно она является виновницей этого инцидента. Нора заявляет, что она украла воспоминания Хиори о нем, потому что они ей не нужны. Она держит шар, содержащий воспоминания, которые она отняла у девочки, и насмехается над Эдо, называя его бедным богом. Потому что независимо от того, сколько просьб он выполняет, никто не помнит его имени. Она велит ему вернуться к своему истинному «я», но Юки выводит Ято из состояния гипноза. Эдо спрашивает ее, чего она хочет, и Нора показывает имя, данное ей другим богом. Эдо узнает это имя как раз в тот момент, когда на сцене появляется Рёбу и вызывает Нору. Эдо застигнут врасплох его появлением, потому что его считали мертвым.
мертвым. Юки спрашивает его о парне в странной маске, но на это нет времени, так как Рёбу нападает на них, и Эдо превращает Юки в меч, чтобы сразиться с ним. Рёбу на какое-то время оттесняет Эдо, но затем переходит в наступление и сообщает ему о намерении убить. Рёбу отодвигает их на некоторое расстояние, а затем вонзает нож в землю, чтобы прорвать водопроводную трубу. Он управляет водой и атакует ею Еду, который уклоняется и блокирует струи воды, прежде чем убежать. Рабу следует за ним, но Еда использует электрический провод в качестве катапульты и бросается к нему. Однако после того, как он порезал его, он обнаруживает, что это был всего лишь водяной клон, а настоящий Рёбу атакует его сверху. Еда блокирует его атаку, но затем Рёбу говорит ему, что это не его настоящая сила, и просит его вспомнить себя настоящего. Его слова начинают оказывать свое действие на Яду, но как раз в тот момент, когда он вот-вот потеряет контроль над собой, Юки выводит его из этого состояния. Яду удается убежать от Рёбу, но он не может победить его и получает по заднице. Он смотрит на свой меч и понимает, что тот в плохом состоянии, поэтому он просит Суюки вернуться в свою человеческую форму, чтобы избежать дальнейших повреждений. Рёбу разочарован в нем и тоже зовет Нору обратно. Они исчезнут, но не раньше, чем Нора бросит вызов Еда и скажет ему победить Рабу, если он хочет, чтобы воспоминания Хайори были восстановлены. Они исчезнут, но оставят после себя ужасный шторм на побережье, который заставит других богов действовать. Юки возвращается к Кафуку, чтобы пройти курс лечения, и встречает там Казуму, который пришел спросить Кафуку, имеет ли она какое-либо отношение к недавнему шторму. С другой стороны, Эдо посетил Тензин, чтобы узнать, как Рёбу смог воскреснуть из мертвых. Тензин рассказывает своим девочкам, что Рёбу когда-то был человеком-убийцей, но после того, как его хозяин избавился от него, он превратился в бога бедствий. Когда многие его товарищи-солдаты начали молиться ему, он выполнял просьбы всех, кто хотел убить своих врагов. А во время войны он убивал людей, призраков и даже богов. Он сражался бок о бок с Яго, но со временем о нем забыли и сочли погибшим. Яо задается вопросом, как второстепенный бог, который полагается на убийство, может дожить до наших дней, но более того он хочет вернуть воспоминания Хиори. Тензин говорит ему, что лучше оставить все как есть, потому что поступая так, он вылечит странное состояние Хиори. Йивин решает последовать его совету и возвращается домой с тяжелым сердцем, и по дороге он встречает Юки, которая слышала историю о Хиори. Рабу из Казумы. Он хочет вернуть воспоминания Хиори, но Йета говорит ему забыть о девочке, и сердце Юки разбито. Он расстроен и возвращается в свою комнату, где видит альбом памяти, созданный Эдо, и думает, что надежда все еще есть. Он связывается с Хайори, которая учится в классе, и, увидев карикатуру в ее блокноте, понимает, что когда-то действительно знала Яда. Она получает сообщение от Юки и отправляется вечером на встречу с ним у реки. Он показывает ей книжку с картинками и рассказывает историю о странствующих богах Ята и Хиори. Даже после того, как он услышал всю историю целиком и увидел на последней странице неудачный рисунок Юки, на котором они счастливо живут вместе, Хайори не может вспомнить Ята. Она все равно попросила Юки отдать ей книжку с картинками, так как это могло бы помочь ей вспомнить его. Но ни один из них не знает, что произойдет дальше. Во время показа фильма Еда столкнулся с Норой, которая показала ему, что шар, содержащий воспоминания Хиори, становится все слабее, и скоро она все забудет. Это оказывается правдой, потому что как только Хидори берет в руки книжку с картинками, Сиген забывает о Юки и спрашивает его, зачем он отдал свою записную книжку. К ней. У Юки разбито сердце, и она убегает, а Йода чувствует его боль. Он спрашивает Нору, что она сделала, и она говорит ему, что украла у Хиори не только его воспоминания. Она утверждает, что если Ята в ближайшее время не победит Рабу, то Хайори потеряет все свои воспоминания и превратится в пустую оболочку. Позже Ята находит Юки, плачущей про себя, потому что Хиори забыла его, и говорит ему, что они вернут ей воспоминания. Однако он сомневается, что Юки может сломаться во время боя, и он снова превратится в убийцу. Юки говорит ему верить в их командную работу и вытирает слезы, чтобы подбодрить Ята. Они навещают Кори на следующее утро, как раз когда она собирается уходить в школу. Она не помнит никого из них, но Ята и Юки обещают ей, что вернут ей память. Услышав это, Хайори начинает плакать, хотя и не понимает, в чем причина. Ята говорит ей верить в него, когда собирается телепортироваться прочь, но Хайори теряет терпение и прикасается к нему прямо в этот момент. И когда Еда и Юки телепортируются, ее тело падает на землю. Они добираются до разрушенного храма Рабу, где Йоо и Юки впадают в панику, обнаружив, что Хиори пришла вместе с ними. Она сама не может поверить, что ее телепортировали, и приходит в ужас, когда обнаруживает, что у нее есть хвост. Как раз в этот момент Рёбу приходит поприветствовать самого Эдо и приглашает его на их финальную битву. Нора оскорбляет Хайори и называет ее бельмом на глазу, поэтому Эдо говорит ей держаться подальше, потому что оставаться здесь для нее будет опасно. Он превращает Юки в меч и нападает на Рёбу, который тоже превращает Нору в оружие и ждет, когда его враг нападет первым. Рёбу блокирует атаку Эдо, а затем получает ответный удар. Эдо прижимает его к стене и прыгает, чтобы нанести завершающий удар,
но Рёбу заявляет, что он слишком слаб и отталкивает его одним взмахом меча. Он управляет водой и заключает Эдо в водяной шар, который невозможно разрезать изнутри. Эдо теряет дыхание, и даже Юки получает повреждения из-за того, что находится в водяном шаре. Но тут появляется Хайори и вытаскивает их оттуда. Эдо кричит на нее за то, что она пришла в опасную зону, но затем благодарит ее за то, что она спасла его. Рабу приходит в ярость, видя, как он флиртует с девушкой во время битвы, и когда Эдо снова нападает на него, он просит его снова превратиться в бога войны. Он снова бросает Эдо и нападает на него, когда тот поскальзывается, вставая. Рабу заявляет, что хочет сразиться с хладнокровным богом, который радуется убийству, но Эдо велит ему заткнуться. Он пытается ударить Рёбу, случайно сжимая свой меч, но терпит неудачу, и Рёбу внезапно замечает Хайори и понимает, что она может стать ключом к превращению Эдо в его настоящее я. Когда Эдо нападает на него, он вскакивает и идет к Хайори, надеясь убить ее, чтобы разозлить Эдо. Как раз в тот момент, когда он собирается нанести смертельный удар, Эдо бросает свой меч. Эдо велит ему заткнуться. Он пытается ударить Рёбу, случайно сжимая свой меч, но терпит неудачу, и Рёбу внезапно замечает Хайори и понимает, что она может стать ключом к превращению Эдо в его настоящее я. Когда Эдо нападает на него, он вскакивает и идет к Хайори, надеясь убить ее, чтобы разозлить Эдо. Как раз в тот момент, когда он собирается нанести смертельный удар, Эдо бросает свой меч, чтобы блокировать его атаку, а затем убегает с Хайори. Они убегают так далеко, как только могут, и укрываются за скалой, где Яда возвращает Юки его человеческий облик и просит его отвести Хайори в безопасное место. Он утверждает, что Рейму и Нора хотят его видеть, и он будет отвлекать их, чтобы дать своим друзьям шанс сбежать. Однако на это нет времени, так как Раби уже догнал их. Он встает над скалой, за которой они прячутся, и достает шар, содержащий воспоминания Хиори. Он бросает его в канаву неподалеку, и Еда бросается схватить его, пока он не потерялся, но у Рейбу другие планы. И он бьет по мечу издалека, разбивая его вдребезги как раз в тот момент, когда Эдо достает свой, положи на него руки. У него появились газы, и он вернулся к Юки, которая пытается разбудить Хиори, так как она потеряла сознание. Он запаниковал и спросил Ята, что им делать, и Эдо поднял Йори и увел ее. Рёбу посоветовал ему забыть о шланге и сосредоточиться на братанах, сказав, что девочка сейчас в стеклянной раковине. Яда просто прислонил Хайори к камню, чтобы она отдохнула, и завязал своим шарфом небольшой синяк на ее руке. Он в ярости, и Рёбу спрашивает его, ненавидит ли он его сейчас. Рёбу утверждает, что это именно то, чего он хочет, и просит Ята пробудить ненависть, спящую в нем. Ята приказывает ему заткнуться и превращает Юки в меч. Рёбу пристально смотрит на Ята и даже не понимает, что его порезали, прежде чем он получил удар ногой и врезался в камень. Он улыбается, думая, что грозный бог войны, которого он знал, вернулся. Ята приказывает ему напасть на него и обещает изрубить его так мелко, что никто не сможет собрать его снова, а Юки теперь боится своего хозяина. Убери атаки Ята, который небрежно отбивает все его атаки, а затем быстро перемещается за его спину. Райбу меняет направление и бросается на него, но на этот раз Эдо тоже бросается на него, и их столкновение создает мощную ударную волну. Эду удается нанести чистый удар по Рабу, который кажется доволен этим, и говорит, что это напоминает ему о днях их славы, когда они сражались бок о бок. Он заявляет, что именно в этот момент сбывается его мечта, а затем поднимает свой меч, создавая гигантский столб воды, чтобы столкнуть Эдо прочь. Затем он начинает читать молитву и проводит ритуал, чтобы превратить себя в сосуд для всевозможных злых духов. Он снимает маску, открывая дыру на месте своего второго глаза, и приказывает всем призракам в округе отдать ему свою силу. Небо и водяной столб становятся черными, когда призраки устремляются в глаз Риба и придают ему демоническую силу. Эдо называет его сумасшедшим, но Рейбу это безразлично, и он заявляет, что ему нужна эта сила, чтобы сразиться с ним насмерть. Он бросается к Яде и наносит ему множество мощных ударов, но Эдо блокирует их все. Они переходят на новый уровень и наносят воздушные удары Ючу, и Рёбу удается победить Яда в этом. В быстро развивающейся битве Рёб наносит воздушный удар и разбивает несколько камней прямо над Хиори. Как только Еда осознает это, он бросается к ней, но Рэб посылает струю воды и разрушает все вокруг. К счастью, Еда добрался до Киори и едва успел защитить ее от падающих обломков. Однако, делая это, Юки застряла под камнем, и теперь Рёбу идет к ним, чтобы положить конец битве. Тем временем Хайори чувствует себя так, словно она плывет по бесконечному темному морю. Она даже не помнит своего имени. Когда она вдыхает аромат Эдо, она вспоминает, что ей нравится этот сладкий запах. Ее тело двигается само по себе, и она обнимает Ида, который потрясен, увидев, что она открыла глаза. Хайдо Рэй утешает Ида, называя его по имени, и он вне себя от радости, что она помнит его. Он начинает играть с ней в кубики, но так как он не спрашивал ее согласия, она сердится и
и выгоняет его вон. Пока она читает ему лекцию о важности согласия, Нора может только ошеломленно наблюдать, как обычный человек освобождается от ее чар. Рабу использует свою магию воды и хватает ее за ногу, притягивая к себе. Он направляет свой меч на Яду и спрашивает его, почему тот не вернется к своему изначальному «я» и не станет таким же богом бедствий, как он. Яда просто говорит ему перестать жить прошлым и просит освободить Хайори, что заставляет Рёбу понять, что именно из-за нее Эдо превратился в бога бедствий. Послушный. Он душит ее и заявляет, что она будет принесена в жертву ради того, чтобы он стал еще более могущественным. Эдо вызывает Юки и говорит ему, что сейчас они уничтожат рабу. Юки не уверен в себе и думает, что они убьют и Хиори тоже, но Эдо уверяет его, что у них все получится. Он говорит, что поскольку Рёбу сейчас слился с призраками, убить его будет все равно, что создать улучшенную версию барьера, и они могут сделать это вместе. Эдо зачаровывает свой меч, и Рёбу замечает его, поэтому посылает на него атаку водой. В ответ Эдо использует атаку с дальнего расстояния, которая поражает Рёбу и перерезает гигантскую веревку, обмотанную вокруг дерева, которое раньше было святилищем. Рабу получает урон от этой атаки, и призраки, которые были объединены с ним, очищаются. Он чувствует слабость, и Хайори использует этот шанс, чтобы убежать обратно к Яго. Она обнимает его и говорит, что им пора возвращаться домой, но он замечает идущего к ним Рёбу и решает, что его работа еще не закончена. Ено отталкивает Хиори в сторону, а затем говорит Рёбу, что он тоже услышал его желание. Они бросаются друг на друга в последний раз, и Еда наносит смертельный удар, разрезая маску Рёбу надвое. Когда он падает, его лицо начинает крошиться, и Еда понимает, что он сохранил себя в целости с помощью проклятия. Рёбу говорит ему, что как бог бедствий, он знает, что его судьба — быть ненавидимым, страшиться и забытым людьми. Тем не менее, он хотел жить дальше и пытался продлить свою жизнь, используя запрещенные методы. Однако, проснувшись через 500 лет, он понял, что этот мир не для него, и возжелал смерти. Он хотел, чтобы его убил другой бог бедствий, потому что он бы его хорошо понял. Рёбу распадается на части, говоря Ято, что он такой же, как и он, и его постигнет та же участь. Эду говорит своим мертвым останкам, что он не такой, как он, а затем идет домой с Юки и Хиори, которые теперь помнят их обоих. Юки хочет знать, как к ней вернулись воспоминания, и Хайори краснеет, пытаясь скрыть тот факт, что это произошло из-за милого Эдо. Понюхай. Однако Еда решает быть с ней откровенной и серьезно говорит ей, что для нее будет лучше разорвать все связи с Эдо. Их, потому что тогда она сможет жить как нормальный человек. Хиори не колеблется ни секунды и отказывается разорвать свои отношения с Ябдо или Юки. Они возвращаются к Кафуку, который вне себя от радости, узнав, что Хиори вернулась к нормальной жизни. Эдо думает, что это просто прихоть, что она не хочет разрывать с ним отношения, но Хайори отвечает, что хочет остаться с ним навсегда. Все воспринимают это как признание в любви, и даже Эду краснеет, услышав это. Он протягивает руку Хайори и говорит ей, что исполнит ее желание, чтобы они могли остаться вместе всего за 5 центов. Хайори улыбается, протягивая ему 5-центовую монету, а Ета говорит ей, что ее желание было услышано громко и ясно, в надежде, что их судьбы сложатся.